Домовой сидел на печке и причитал: «Батюшки святы, что на улице творится, не иначе, как светопреставление, грохочет и грохочет». За окном и впрямь грохотал гром и сверкали молнии, а дождь не просто лил, а обрушивался потоками и сбивал с ног. «Это же надо так грохотать! Чисто преисподняя там открылась», — бормотал дед Сергей себе под нос, торопясь поскорее добежать до крыльца. Ничего не предвещало такой бури. Но был прогноз, что собирается ливень, но не до такой же степени. Дед натопил еще с утра баньку и мечтал после того, как попарит свои старые косточки, залечь на диван в обнимку с котом Степаном и смотреть телек до самой ночи. Дождь начался сразу после грома и влил так сильно, что в 2 шагах вокруг уже ничего не было видно. Опять громыхнуло. Дед обернулся, хотел перекреститься, но, потянувшись рукой ко лбу, чуть не задел по носу бабу Нину, свою жену, которая шаркала за ним вместе с соседкой Клавой. Соседка нынче приходила мыться в их баню. Обе женщины вцепились в большой зонт и силой удерживали его над собой под порывами ветра. «Давай, давай, дед, шевелись побыстрее, пока не промокли до нитки», — подгоняла деда Сергея жена. Внутри дома было сухо и спокойно. В термосе давно уже настоялся чай на травах. Женщины сели чаевничать, а дед Сергей вышел посмотреть, не натворил ли там бед этот мощный ливень. Вдруг гром ударил так, что бабки чуть чай из кружек не расплескали. На пороге показался дед Сергей. Схватившись руками за голову, с выпученными глазами он кричал: «Ай! Караул! Крыша поехала! Моя крыша!» Клава сразу подскочила, как ошпаренная, и тоже закричала: «Ой, матушки мои, у деда Сергея крыша поехала!» Баба Нина недовольно встала из-за стола и пошла разбираться с дедом, а Клава прошмыгнула мимо них и выскочила на улицу. Дождь к тому времени уже заканчивался. Гроза внезапно началась, побушевала и уже шла на спад. Домовой на печке вздохнул с облегчением, но крики деда Сергея не давали ему покоя. «Какая крыша? Неужели гроза крышу дома разрушила?» Думал домовой, но выглядывать на улицу пока не решался. «Утро вечера мудренее», — пробормотал он и, сделав свои привычные обязанности по дому, завалился спать на печке в обнимку с котом Степаном. А утром уже вся деревня знала, что дед Сергей сошел с ума из-за грозы. Клава постаралась разнести эту новость с подробностями. Односельчане только качали головами и ахали. А дед Сергей тем временем занимался важным делом. Вчерашний грозовой ветер сдвинул шифер на крыше сарая, и дед прилаживал все обратно. «Серега, привет!» — окликнул его сосед Митяй, а Клавка сказала, что тебя в сумасшедший дом отвезли. «Все нормально у меня, вот, только гроза малость крышу попортила, но я уже почти все починил», — пожал плечами дед Сергей. Позвали Клаву. «Клав, смотри-ка, как я свою съехавшую крышу на место поставил», — вышел к ней навстречу дед Сергей, показывая на свою законченную работу. Долго потом еще жители деревни смеялись над Клавой и называли ее сплетницей. А домовой после всей этой истории получил стресс и стал из-за этого хулиганить по ночам. То по чердаку пробежится, то кота Степана за хвост дернет, пока баба Нина не положила ему горсть конфет на печку, не успокаивался. Ну, а с конфетами сразу подобрел и хулиганить перестал. Вот так рассердился домовой, из-за того, что у деда Сергея чуть не поехала крыша.